Доброго времени суток всем, кто смотрит хоть днем, хоть ночью, кому как удобнее. Хочу показать вам схему, которую я придумал и создал. Эта схема предназначена для охлаждения процессора ноутбука. Так сказать по-простому, холодильник. Беру трансформатор, даже не трансформатор, а блок питания. Кто не хочет возиться, берет блок питания. Кто хочет повозиться, может схему немножко доработать. Можно взять трансформатор, самому сделать диодный мост, конденсатор установить. Главное, чтобы было нужное выходное напряжение, которое вам надо. Я взял трансформатор с выходной мощностью 12 вольт. К нему я подсоединяю плату DC-DC, повышающая, понижающая плата. Она работает и на вольты, и на силу тока, на амперы. Выдержка ее от 8 до 36 вольт. Лучше больше 32 не давать. Взял кулер от какого-то компьютера. Обозначаю по-своему. Не так, как там в книгах по электротехнике обозначают вентилятор. Мне так просто удобнее. Да и красивее. Больше похоже на вентилятор. Обозначаю буковкой М мотор, двигатель. Он у меня на 12 вольт. Вольтметром вымерял с DC-DC 12 вольт. Чтобы ничего не спалить перед тем, как буду подключать. К нему подключаю электронный датчик с резистором, терморезистором, если правильно сказать. Чтобы этот терморезистор прицепить прямо на трубку охлаждения самого процессора. Устанавливаю сюда тумблер. Обозначаю его тоже немножко не так, как он обозначается в книгах по электротехнике, но так он визуально более красивее. Он у меня на 3 положения: влево, вправо и центральное нулевое. Между боковыми плюсами ставлю диод, чтобы в одну сторону ограничивать прохождение напряжения. Включая в одну сторону, у меня включается просто термодатчик, который показывает, сколько у меня в данный момент есть температура. И если она немножко поднимается, я включаю второе положение и запитываю уже сам вентилятор. Термодатчик у меня рассчитан от минус 50 до плюс 110 градусов. На схеме обозначаю везде плюсы и минусы, чтобы безошибочно можно было подключить. А там, если кому-то нравится схема, можете диод
в другую сторону поставить, кому как удобнее. Чтобы первое положение, к примеру, включало и термодатчик, и сам вентилятор. На втором чисто термодатчик. Можно вообще на одно положение, чтобы запустить просто вентилятор и термодатчик, кому как нравится. Если кому-то нравится такая схема охлаждайки дополнительной. В ноутбуке, конечно, стоит свой охлаждающий вентилятор, но ноутбук у меня старенький, процессор слабенький. Я принял решение добавить ему охлаждение для того, чтобы увеличить его производительность, так сказать. С таким набором 16 гигабайтов ОЗУ, SSD и экстремальное охлаждение ты выжил из этого железа максимум возможного. Теперь процессор сможет постоянно работать на пиковых частотах, без перегрева. Это отличный пример того, как прямые руки дают вторую жизнь старой технике.